Приветствую всех на канале, меня зовут Наталья, и сегодня еще один урок по лепнине. Покажу, как работать, чем работать, как красить и много других маленьких секретов. Если вам интересно, оставайтесь со мной и приступим. Для работы мне сегодня понадобятся разные молды, глина, шпатель. Буду использовать для зачищения старую банковскую карточку, заготовки и, в принципе, все. Нет, не все. И еще чашка кофе. Если раньше у меня было время выпить кофе, то сейчас времени нету. Все делается в процессе работы. А сейчас приступим. Для работы я буду использовать глину Креал. Чем заменить, если у вас нет? Есть такая глина Hearty Soft, очень хорошая, просто ее у нас в продаже нету. И я беру небольшой кусок глины и разминаю его в руках. Я разминаю глину и просто заполняю. И сейчас расскажу про некоторые проблемные зоны, так скажем. Вы мне присылаете свои фото изделий, и, конечно же, я вижу, где, что и как. И именно вот эта рамочка, которую я сейчас заполняю, у многих именно вверх он получается тоньше. Может быть и молд такой, но есть еще некоторые причины. Сейчас я вам покажу. Вот я заполнила глиной все. Немного смачиваю водой и лишнее вот так быстро карточкой очень удобно снимать. Вот вы видите, я сняла, и вот здесь уже снялось больше. Многие как бы не добавляют этого, из-за этого получается, что там тоньше. Я увидела, где у меня пустые места, и, конечно, заполняю их. Можно шпателем больше вот так придавить, чтобы все зачистить. Снова немножко воды. И очень удобно карточкой. Вот сейчас у меня получается все ровно. Сейчас задача вот все зачистить, все эти внутренние и внешние части, чтобы они у нас были чистые. Сегодня урок будет подольше чуть-чуть, подлиннее, но зато будет очень познавательный. И вот так я зачищаю. Сейчас я снова смачиваю палец и вот так прохожу по всем вот этим краям. Тем самым я забиваю глину, где она еще не попала, и полностью выравниваю все. И вот сейчас вам покажу, какой чистый и аккуратный молд получается. Следующий популярный молд — это ангел. У многих я вижу, что вот эта ножка получается как будто оторванная. Сейчас объясню, как его забить. Вот вы видите, здесь очень узко. Мы берем глину и вот так прямо вот раздвигаем сильно и все заполняем. Также мы делаем вот здесь. Все прямо его вот так раздвигаем. Не боимся, что он порвется. И все забиваем. Потому что он зажмется и примет назад форму. Лишнее карточкой вот так можно убрать. Еще раз все прижимаем. Смачиваем. Если надо, добавляем глину. Прижимаем вот так все внутрь, чтобы у нас все, у некоторых лицо не получается. У меня тоже раньше не получалось. И я думала, что это плохой молд. Оказалось, что я не совсем все правильно делала. И вот вы видите, я зачищаю все. И все получается чисто и ровно. Откладываю. Вот этот очень популярный молд. И также вы мне присылаете. Я часто вижу, что лепнина не очень отчетливая. Вот я полностью забиваю все края. Здесь очень много таких уголков, которые надо полностью забить. Вы видите, прямо надавливаю сильно-сильно. Немного смачиваю. И карточкой снимаю. Сейчас что-то где-то у нас отодвинется. Но я вот самую большой слой, я его снимаю. Беру палец и снова вот так все прохожу. Вот вы видите, все забивается по новой. Там чуть-чуть глины осталось. И все у нас отчетливо начинает проявляться. И вот так теперь полностью, не посередине вот так карточка, а именно полностью вот так зачищаем. Еще раз проверяю, чтобы у меня все
Вот так пальчиком быстренько-быстренько. И все зачищаю. И посмотрите, как все у нас заполнено и зачищено. Молд елочка. Также там очень много мелких деталей, но мы все заполняем. Вот я прямо вот так все сильно забиваю. Все эти мелкие детали. Немножко водички. Все карточкой лишнее снимаю. Вот так прохожусь пальцем еще раз, надавливаю все. Видите, как все можно быстро все это сделать. Некоторые говорят, что на лепнину уходит много времени. Да, согласна. Я последние 2 дня только лепниной и занимаюсь. Но все можно сделать. И вот, посмотрите, все идеально. Вот этот молд, очень красивая рамочка, также множество деталей, и само качество именно силикона очень хорошее, он жесткий, и все хорошо, как бы очень легко с ним работать, все быстро можно сделать. Так, с лишнее вот так, и сразу убираю. Даже если где-то образуется что-то пустоты, не пугайтесь. Берем, не достает, пальчиком забиваем. Вот так прямо силой чуть-чуть надавливаем, немножко воды и снова проходим карточкой. Все зачищаем, не боимся. Этот молд мы не гладим, а вот именно все вот так вот зачищаем. Снова проходим пальцем, смотрим, чтобы у нас все было заполнено. Если где-то у нас что-то замазалось, вот снова зачищаем. И все получается идеально. Очень популярный молд феи. Здесь также вот ножки тонкие, поэтому вот раздвигаем молд и прямо, не побоюсь этого слова, запихиваем туда глину. Заполняем все. Немножко воды, лишнее убираем. Снова пальчиком надавливаем. И теперь зачищаем. Все у нас получается идеально. Еще один молд белочка. Тут также надо заполнить ножку. Тоже ее вот раздвигаем и заполняем ножку. И не у всех получается лицо отчетливо. Также все надавливаем. Вот вы попробуйте сделать, посмотрите на вашу старую лепнину и по новой заполните, вот как я сегодня вам показывала. И вы увидите разницу. Что-то может отходить, не пугайтесь, снова пальцем проходим и вот так вот все заполняем. И продолжаем работу. Еще один молд, герб. Не всегда вот получается отчетливо вот эти цветы, поэтому в первую очередь заполняем их. Вот так раздвигаем его, все заполняем. Глины все придавливаем и также все зачищаем. И продолжаем работу, заполняем все оставшиеся молды. И покажу еще один молд, это вот замок. Очень тонкие детали, поэтому тут вот так медленно, уверенно все заполняем. Раздвигаем все и заполняем глиной. С пластиком, конечно, в этом случае получается все более отчетливо. Но если работать с глиной, вот я говорю, показывала именно глину вчера, и многие спрашивали, это глина или пластик. Глина. С глиной тоже можно работать так, что все будет отчетливо. Надо немножко просто практики, и все у вас получится. Вот эти края. Вот так пальчиком все придавливаем, чтобы у нас все заполнилось. И все зачищаем. И все у нас получается отчетливо.
Все мои молды заполнены, и теперь помещаю в холодильник. Многие меня спрашивают, в морозилку или просто в холодильник. Лучше в морозилку, так быстрее. У меня ее нету, поэтому я помещаю в холодильник. Лепнина у меня в холодильнике, и оставляю ее примерно на полчаса. Мои молды подморозились, и следующий этап работы. Вот я так немного беру и освобождаю края. Теперь переворачиваю и спокойно глину вытаскиваю. Вот она. Вот что получилось. И теперь как придать форму. Я укладываю на заготовку и оставляю. Она сейчас немного оттает и сама ляжет. Так, беру следующую. Также вот все отделяю. Помогаю глине, чтобы ей было легче из молда ее вытащить. Переворачиваю. Здесь надо очень аккуратно, много деталей, поэтому держим молд, чтобы он обратно у нас не выскочил из рук. И вот так все аккуратненько вытаскиваем. Посмотрите, как все аккуратно и красиво. Также берем, укладываем на заготовку. Вот здесь все эти краешки поправляем и отправляем сушиться. Следующее, что у нас? Замок. Помогаем замку. Переворачиваем и аккуратно вытаскиваем его. Вот, все у нас есть. Также укладываем на заготовку и даем. Вот вы видите, он уже начинает таять. Даем высохнуть. Следующее. Как вы видите, ничего сложного. Переворачиваем и все вытаскиваем. Все красиво, отчетливо получается. Как вытащить ангела? Также мы его вот все тут отделяем. И пытаемся его вот так просто выкинуть с молда. И вы посмотрите, коленки, все чисто, все, никаких нету вот этих оторванных мест. Вот, лепнина чуть-чуть оттаяла и уже приняла форму. И так она будет высыхать. И сейчас у меня тут еще елочка. Мы с вами заполняли. Также помогаем ей. И вот так аккуратненько все вытаскиваем. Все немножко подморозилось, и все идеально вытаскивается. И оставляем сушиться. Что у нас еще здесь? Белочка. Вы видите, все хорошо вытаскивается. Белочку также укладываем на заготовку, чтобы она таяла и приняла форму. Феи, ножки помогаем. И вот вы видите, она буквально сама уже выскакивает. Также отправляем на заготовку. И все аккуратно. Вот вы видите, все у нас. Что у нас еще осталось? Вот этот молд. Также его. Я сегодня специально не останавливаю видео, чтобы вы видели весь процесс, как я это делаю. А то бывает иногда хочется побольше вам показать, но боишься, что видео будет слишком длинным. И вот аккуратненько стараемся все оттуда вытащить. И также отправляем сушиться. Медвежонок. Можно его уложить сюда. И где-то у меня еще колокольчики были. Вот они. Так, одни колокольчики. Отправляем их. И вторые.
Лепнину я выложила и оставляю примерно на 12 часов, чтобы она высохла. Моя лепнина высохла на формах, и вот вы видите, у нее уже округлая форма на всех, которые лежали на формах. Мне часто задают вопрос, как я придаю округлую форму. Вот именно так все и получается. Когда я крашу большое количество лепнины, я обязательно одеваю перчатки. И использую я акриловую краску, у меня это белая с перламутром. И выдавливаю на что-нибудь. У меня это картонка, краску. Краску немного разбавляю с водой. И когда начинаю красить, на кисточке должна быть краска, но не так, чтобы ее было очень много. И крашу. Сейчас покажу. Вот я сначала наношу краску, а затем вот так кисточкой вдавливаю во все вот эти мелкие детали. Вот на кисточке почти не остается краски. Если есть, я ее вот так распределяю и лишнее убираю. Вот вы видите, получается чистая поверхность. Нету никаких следов от кисточки. Кисточка должна быть полусухой. Если я наложу много краски, вот вы уже видите, что здесь остается от кисточки вот эти такие ребрышки. Лучше нанести 2 слоя краски, чем 2 тонких слоя краски, чем 1 толстый. И продолжаю так работать. Беру немного краски, время от времени ее разбавляю и вот так все подкрашиваю. И продолжаю работу. Если вы красите вот такие молды, где очень много вот таких загогулин, я также наношу клей-краску, извините. Вот сначала побольше, а затем кисточкой вот так все. Прямо кручу эту кисточку. У меня кисточки через 2 недели использования превращаются в такую щеточку, потому что вот именно я их вот так все время использую. Но зато покраска у меня получается хорошая. И без всяких ворсинок, без всяких следов от кисточки. И продолжаю работу. Если это белочка, также беру краску. Сначала ее наношу вот так быстренько, а затем вот так кисточкой ее вдавливаю в эту лепнину. Вот вы видите, все красится, и при этом нету следов. Вот я сегодня открыла новую кисточку, и думаю, через неделю она у меня уже будет как метелочка. И продолжаю работу. Сложнее всего покрасить вот эту рамочку, потому что у нее очень много мелких деталей. Но я также беру кисточку и вот так, не боясь, потому что с глиной уже ничего с молдом не случится. И вот так ее прямо туда втираю. И у меня почти сухая кисточка. Вот вы видите, ничего не остается на молде, на лепнине. Если мне надо, я затем нанесу второй раз краску. Но краска хорошо ложится, поэтому не надо совсем. И продолжаю работу. Очередная порция лепнины у меня готова. И, конечно, когда я все закончу, я все покрою лаком. А на сегодня все. Надеюсь, урок вам понравился, был полезен и вы узнали что-то новое. Если это так, не забывайте подписываться на канал, нажимайте колокольчик, чтобы не пропустить самое интересное. Творческих успехов вам и до скорой встречи! Пока-пока!